Так, Марина, смотрите, пишем на двух холстах, будете повторять. Так, вот два обыкновенных эмульсионных грунтика, самые обычные холсты из магазина, 50×40. Для того, чтобы ускорить работу, мы будем писать, особенно первые слои, прокладывать на очень крепком двойнике. Здесь два части домарного лака, один часть White Spirit. Именно домарного лака, не акрилстирольного, он с White Spirit идет хлопьями. А домарный хорошо растворяется в White Spirit. White Spirit финский более-менее без запаха, так что более-менее можно работать. Так, наливаем. Без масла? Без масла. Вот правильный вопрос. Это хорошо, что вы подготовлены. Капелька масла и все. И уже весь эффект от этого приема, он исчезает. Масло все равно очень долго испаряется. Оно не даст испариться за вот 2-3 часа. То есть оно будет все равно мазаться. Оно и это будет мазаться. Потому что в современных красках, вот особенно, например, вот хорошие краски подольские, кадмий настоящий, хороший кадмий, но тут перебор по маслу. В мастер-классе тоже берешь красочку, выдавливаешь, ладоги, мастер-классы, они слишком маслянистые. То есть там перебор по маслу, ты его смешиваешь с двойником, с таким мощным, все равно там большой процент масла. Это не очень хорошо, это мешает в работе, замедляет ее. Хочется, чтобы слои чуть-чуть быстрее схватывались. Вот. Но вот еще такой момент в эту же тему. Кто-то добавляет секативы. Очень не рекомендую делать секативы кадмиевые, кобальтовые. Мало того, что они очень токсичны, они влияют на живопись. Они коричневеют, они портят живопись. Так что лучше уже там 2 части или 3 части лака добавить, как-то там попытаться работать, но без секативов. Тем более сейчас есть секативы всякие, Маймери, там нет состава. Непонятно что там. Ну как это повлияет? Если вот ты уважаешь свою живопись хоть немножко, но лучше не работать с тем материалом, который ты неизвестно, не уверен, что там и как это все со временем случится. Так, теперь пейзажик. Композиция простейшая. Можно да, материалам? не можно, а обязательно. Да, вот вы сказали, что пользуетесь красками Ладога, а я да, в том числе. мастер-класс беру. Да. Что предпочтительнее? Ленинградский мастер-класс? Понимаете, смотрите, конечно, если так общо ответить, мастер-класс, конечно, лучше, но в этих линейках, ну это один завод, вы знаете, это тоже завод, просто разные линейки. В этих линейках есть прекрасные краски. Даже вот Сонет, третья линейка от этой фабрики, Сонет, умбра натуральная, но прекрасная краска. Вы не найдете этой умбры у мастер-класса, именно этого оттенка, такого спокойного, зеленовато, не очень темного оттенка. Вот ну да, у них рисковато краска. Да. У них больше пигмента. Ну, то есть выбираем, вот, например, тот же красные кадмии и именно красный светлый, красный темный лучше, красивее именно Ладога, чем мастер-класс. К тому же 2 раза дешевле. Ну, то есть тут у нас набор, что-то мастер-класс есть, что-то Ладога, просто со временем формируется. Ну, главное смотреть на светостойкость. Меньше 2 звезд нельзя писать. Ну, то есть 50 лет светостойкость. Да. Итак, простейшую композицию набрасываем обычно вот там какой-нибудь полянка, там елочка. На контрастах поработаем. Вот пускай ель такая большая будет у нас тут на фоне какая-нибудь чахленькая березка маленькая, сзади березка. Контраст светлое, темное, светлое, небо. Небо смещаем, треугольник не по центру, а куда-нибудь уводим. Тут какой-нибудь большой массив берез на дальнем, на втором плане. И там лесок уже там определимся. Вот простейшая композиция, уводящая. И подчеркиваем это какой-нибудь такой же чахленькой русской тропинкой, едва заметной. Не дорогой, дорогу трудно написать, да и тропинку не просто. А какой-нибудь, вот простейшая композиция. Уводим центр, смещаем. Да, горизонт не по центру, или вверх, или вниз. Ну, знаете эти правила золотого. Вообще, да, 2/3. Вот это золотое сечение, когда ты делишь холст на 3 части, 3 так, и в этих точках что-то такое вот должно, не именно в этих точках, а рядом с этими точками что-то концентрируется, смыслы какие-то. Так, берем, начинаем щетиной и тонко пишем. Отмываем кисточку. Для отмытия, конечно, лучше скипидарчик какой-нибудь рядом поставить. Тоже нальете, может, во вторую. Так, опять же, советую взять прикладочку. Краски, вот о чем мы говорили, есть кадмий и кобальты. У вас примерно те же краски, не хватит, возьмете со стола.
токсичный, нежелательно контакт. Я не устаю повторять именно для начинающих, потому что многие возятся в этой краске, не зная, что она токсична, очень токсична. Так, дальше. Я пока смотрю. Да, а потом вы весь этот потом? этап, этот будет, вот когда народ подойдет, я сейчас буду с другими заниматься учениками, а вы все это смотрите. Еще маленький технический момент. Белила разбавлены white spirit у меня. Они, видите, мягенькие, хорошенькие. Это ускоряет работу, экономит краску и так далее. Тоже советую. Перед работой, у меня это в большом в таком пакете, все это я делаю заранее. Перед работой просто размешать white spirit или скипидаром, чтобы краска была мягенькая, ложилась мягко, а потом загустевала со временем, чтобы потом уже поверхностные мазки были Фактурные. чтобы мягкая краска опять на эту загустевшую краску ложилась более-менее без смешивания, без подмешивания нижнего слоя. Вот. Да и вообще так быстрее работа идет. Белила и, может, какие-то основные краски, если вы работаете там, Белила, цинк, титан? Это титан, конечно. Начинаем всегда титаном. Можно смесь цинко-титановой, тоже мягкие краски такие, тоже очень приятные, но это для специалистов. Начинающие этого не понимают, они не чувствуют. Им, может, не хватает кроющей силы. А пейзажисты, портретисты часто используют смесь цинка и титана 1 к 1. Такая вот там достоинство обеих красок проявляется. Вроде и кроющая сохраняется, и прозрачность нужная. Так, цвет неба. Начинаем с неба, пишем тоненько, набираем. Смотрите, поскольку, возможно, мы потом будем дорабатывать небо, лучше небо замешать отдельной кучкой, буквально вот где-то, чтобы был колер этот, остался нам, может, какие-то просветики еще. Вот. Возьмем, может, какой-то кобальт или что-то. Кобальт, охрочки немножко. Спокойный серый денек, не без солнца. Серый, спокойный, но светлый денек. Какой-нибудь простое, спокойное такое вот небо. Охра, краплак и кобальт. Или овца, неважно. Сравниваем, смотрите, очень важно сравнивать. Тоже в фильмах разных говорю, студентам своим говорю. Сравниваем всегда не напрямую, или даже пейзаж бы писали. Сравниваем, это трудно делать напрямую, сравнивать тональности. Сравниваем с белилами. Вот это белилы, это камертон светлой краски. Вот диапазон светлого и темного, это у нас сажа. К саже не приближаемся, к белилам не приближаемся. А это у нас камертоны насыщенностей. То есть мы к ним тоже нежелательно приближаться. По крайней мере, там, в 80% своих замесов, чтобы все было более-менее спокойно, а кое-где какие-то яркие мазочки. Только так живопись начнет работать. Если все яркими открытыми цветами лупить, да еще высветленными, это не живопись, вы сами себя обкрадываете по цвету, по насыщенности, по тональному диапазону и так далее. Так, сравниваем, смотрим, добавляем этот колер. Так, охра. Вот такой светлая краска достаточная, спокойная, не очень яркая. Вот такая вот. Не бойтесь неярких оттенков. Да, и разбавляем. Пишем очень-очень тонко. Первый слой. Это как имприматура у нас. Тонко, но все-таки не так акварельно, чтобы вот так вот совсем зерно смотрелось. Вот примерно вот так. Перекрываем. Вот, можно легкую, под большие массы можно не заходить. Тут, где елка у нас густая будет, тут дерево какое-то. Можно, это базовый цвет. В этот базовый цвет, особенно вторым слоем, можно уже давать какие-то оттенки. Где-то действительно голубой пускай мелькнет, где-то розовый, где-то больше охры. Пока в этих трех оттенках, без изысков, без каких-то. Вот так подтираем немножко, растаскиваем, жиденько. Это первый слой, по нему еще пойдет слой неба. Где-то он останется, как с подмалевком. Всегда подмалевок не весь закрашивают, на то он и подмалевок, чтобы он где-то работал. Вот. Можно сделать как градиент к низу, но не обязательно. Бывает часто темнее небо к низу. Мало ли там каких-то облачков набралось, пара какого-то.
То есть можно от обратного пойти, наоборот, сделать чуть-чуть темнее. Да, мазочек короткий, никакого вот такого растаскивания. Обязательно все должно дышать. И нежелательно вот в одном направлении. Вот хорошо, когда вот так вот немножко. Хаотично. Да. Тогда такая влага получается. Когда нужно вот так вот немножко ветерок получается. То есть незаметно, но эффект есть. Когда вот немножко мазочек как характер придаешь. Если излишки какие-то, снимаем сразу. Особенно в тех местах, где большие контрасты, елки, вот эти вот. Так, потом цвет, например, земли. Можно, да, вот эту кисточку, чтобы не мыть, лучше ее отбросить, если достаточно кистей. Так, цвет земли. Сразу берем какой-то средний тон, вот охра китайская желтая. На ее базе травяная, например, и тот же какой-нибудь кадмий или английская успокаиваем. Вот это. Травяная зеленая? Травяная зеленая мастер-класс, да. Английская, по-моему, тоже мастер-класс. А охра строительная, это обычный порошок, у меня там где-то видео было, это обычный строительный порошок, недорогой, на строительных рынках, очень, так же протерт, как и обычные пигменты, замачиваешь, завариваешь с маслом, немножко лака туда, чтобы схватывался, и воск, чтобы не растекался. Ну, это такое отдельно, не буду на этом останавливаться, но это, я ее почему делаю, потому что уж больно цвет красивый. Нереально желтый, насыщенный, кроющая сила очень хорошая, ни Ладога, ни мастер-класс не сравнится именно с этим оттенком. Так, вот это базовый, запомните, 3 эти краски, английская, охра и травяная. А на ее основе пойдет все туда, и белила, конечно, пойдут, и все что угодно. Это как базовый такой тон. Вот тоже можно вот так вот, как подмалевочек, разбросать. Такой достаточно темный, то есть не светлый какой-то тон. Ну, высветлять будем. Да, мы идем. Живопись масла — это действие на высветление. Так, да, сразу под тропинку, поскольку это слабый цвет, лучше каким-нибудь тоном забить. Вот можно тоже в цвет неба немножко серенького добавить, серенького, не в цвет неба, а в тон, вот в этот, в колер. А вот есть очень красивая серая краска, петербургская серая. Есть такая, да. По-моему, тоже Ладога. Вот это не знаю. Я знаю, что ее элементарно составить, и смысла в ее приобретении нет. Ее составить можно, этот цвет. Немножко с другим оттенком или еще с каким-то не менее красивым. Ну, есть. Это серый, по-моему, теплый серый. Это, по-моему, я подбирал. Да. Да, сажа, белила и капельку охры, получается вот то же самое. Не помню точно. Но... Так, вот базовый цвет. Спокойный, без оттенков. Пока работаем без каких-то цветовых изысков, без рефлексов, без ничего. Просто в 2-3 цвета. Вот тут серый пошел. Серый. Потом мы его будем обогащать. Для подмалевки это самое то. Вот даже смешались немножко оттенки. Можно мягкой кистью это делать. Вот тут цвет земли, кстати, будет там, где рядом с нами, с художником, там вот здесь не будет земли видно, там все-таки травка будет поднята. Вот здесь на этом слое можно дать действительно такие серовато-пепельные рефлексы, цвет земли. Чем дальше, тем больше будет влияние травки. Вот, например, тут склон какой-то покажем. Травка торчит немножко, тут будет более зеленая линия. Такое бывает. Тут у нас опадыши листья будет, тут больше процент такого желтого, какого-то там, я не знаю, охристого. А тут уже зеленое можно показать. Зеленое, кстати, лучше брать для таких вещей FC зеленую или
изумрудочку мешать с желтыми красками. Лимонка, ой, травяная, как ни странно, для травы не очень хороша. Вот, ну, не знаю, как-то название травяное, а в редких случаях вот травка именно таким горит, где-то там на солнышке бывает. Вот, а так лучше лимонка, ФЦ зеленая или изумрудочка, и успокаиваем какими-нибудь тем же красными. Получаются такие вменяемые зеленые оттеночки. Так, растираем, чтобы не было вот этого брака. Смешиваем, миксируем между собой. А что вы назвали браком? Не брак, а вот эти вот. Не прокрас. Да, не прокрасочку. Ее можно оставить, особенно если был колерованный какой-нибудь охрочкой или вот тем же, с чего мы начинали видео, умбра натуральная. Она очень красивая краска именно для колеровки холста. Вот. Это можно было бы оставлять, вот эти не закрашенные места. Но белая слишком контрастная. Вот, например, вот здесь вот это. Так, дальше вот там дальше нужно по цвету и по тону разграничить. Вот если у нас один кусочек площадочки, второй, ну, например, больше процент охры. Чтобы различались немножко вот две площадки вот эти. Так, потом вот сделали пока что вот это. Теперь нужно взять. Да, смотрите, вот елка у нас будет мощная, несколько будет елок. На фоне здесь будет маленькая такая вот березка какая-нибудь. Сразу резервируем место для березки каким-нибудь спокойным таким, без белил. Тут важно, берем внутреннюю тень, ну вот у нас будут светлые листики, но пока без белил, вот таким вот не очень чистым коричневато-оранжевым цветом. Опять же, не ярчим. Вот это, в принципе, ярковатая. Даже вот умбра ленинградская, вот ей можно немножко успокоить вот эти оттеночки, загрязнить, зачумазить вот эту краску. Вот такое пятнышко пускай будет. Дальше, на дальнем плане березка, ее тоже лучше первой набрать, чтобы потом вот эту умбру проложить под елку, чтобы не было. Потом мы не сможем желтый вложить без умбры. Тут уже можно с белилами, поскольку тут будет ловить свет, и она не будет вот таких глубоких теней, поскольку если она там на свету окутанная светом, тут уже, конечно, белила нужны. Также вот такие грязновато-желтые, зеленые немножко можно подмешивать. Ну, например, чтобы показать не самый там уже октябрь, а тоже короткий, вот такой хаотичный мазочек. Вот так, например. А елка будет вот здесь? Да, тут будет елка мощная. Да, это будут как ступеньки такие тональные. Как ноты, кто-то там, я уже не помню, кто-то с нотами сравнивает тональности, и должно быть до, ре, ми, фа, соль, там как-то вот, ну вот, как музыка. Тоже, чтобы не было монотонных каких-то вот сплошных тональностей. Так. Сразу же снимаем, мы всегда не забываем, я тут тоже забыл, слабо разбавляю, краски много кладу, когда ее хотя бы вот так нужно подснять, чтобы она как можно быстрее зарезинилась, загустела. Так, теперь под елочку берем, ну, например, умбру, без белил практически, без белил, умброчку и синее что-нибудь, ну вот FC, под ближнюю елку, это самая мощная тень у нас будет, ну, пускай она такая будет большая, пускай и лапы развесит прямо на землю. Вот эту темноту максимально нужно сделать, вот это технически будет, чтобы пустило дальше работать, максимально жидко разбавлять нашим лаком, вот этим в данном случае, максимально тонко сделать. Вот такая елочка.
есть, конечно, елку не рисуем как елочку такую, мы делаем ее асимметричную. Это очень важно. Характер поймать елки, старой елки, чтобы она такая разлапистая была. Но чтобы она не синяя была. Смотрите, процент коричневого все-таки больше должен быть. Макушку не прорисовываем. Она уйдет у нас отрезана. отрезана, да, тут большая елка. Тут у нас будет еще, наверное, елочки какие-нибудь. Да, краплака можно добавлять сюда. Оттенки очень... Вот тут можно уже какие-то изыски дать цветовые, чтобы не было таким моноцветом. У краев очень аккуратно разбавленная краска летит, брызгает, летит тут на все подряд. Спокойненько. Здесь можно поактивнее немножко. Вот, и все сравниваем. Сравниваем, во-первых, тональности, сравниваем яркости, насыщенности. Все, живопись — это процесс сравнения. Это вот все время между собой нужно. Каждый шаг поработал участок, как бы сравнивал, верно ли там то и другое, понимаете? Так, хорошо. Откуда будет солнце? Тень будет? Нет, мы делаем спокойный денек, спокойный, без солнца, но светлый. Тень будет, денек будет светлый. Так. Под вот это дерево сразу нужно. Вот, тут будет такая же желтая одна или там группа берез. Но их нужно уже разделить немножко и тонально, чтобы не было... Посветлее. Да, вообще, да, лучше посветлее сделать, чтобы она, да, будет, она не будет окружена деревьями, она будет светлая. Вот вас тянет в яркость, я чувствую. Нет, вы знаете, вот как-то у меня получаются картиночки, мне кажется, недостаточно яркие. Но это значит грязное, но тянет вас в яркость, чувствую. В России, ну посмотрите, она только на солнце, да вот на солнце, гляньте, вон там, Но посмотрите, какая она спокойная. Но Дерево на сейчас уже солнышке. практически все же влетело. В общем, я не к этому, я к тому, что с аккуратностью относитесь к насыщенности красок. И даже если вы хотите написать что-то яркое, веселое. Я потом все это высветляю, у меня Да, все да, это да, да. получается. Ну вот в основе, смотрите, мы сейчас вот как бы накладываем не то, что внутреннюю тень, заднюю часть дерева, крона. Вот, допустим, ну представим себе вот такая вот палка, на ней вот деревья, листва растет. Листва, как вот, ну не знаю, от мухомор задних, какой-то. Да. да. Мы рисуем заднюю полусферу, она не яркая. Она не цвет, потому что Да, она спереди листья затемняют. она спокойная. То есть берем такие коричневатые, зеленоватые краски. Потом высветлим. Обязательно асимметрию закладываем сразу, природную, не ровную какую-то березку под окном, а вот такое вот что-то вот. Жизнь ломает, там, они зависят, там свет, вот больше здесь света, она туда пойдет. Тут елочка, например, вот елка была бы здесь, тут выгрызла бы, тут меньше листвы было бы, такая чахленькая была. Вот. То есть они как бы от обстоятельств как-то там вырастают, от окружения, от света. Например, нет тени вокруг, березка невысокая и такая раскидистая. Когда много мешает. конкуренция, она тянется, и там прям такая вот, весь лес высокий. Ну, то есть вот это нужно подмечать, стараться. Да, и не забываем про охру. Охра здесь в данном случае универсальный такой успокоитель краски желтой. Она глухая, она хорошо успокаивает. Не надо на стихи? Надо, да, надо. Сразу можно подмазывать куда-то. Да, вот здесь другой тон нужно обязательно. Здесь, как смотрите, как центр такой смысловой, вот если недостаточно каких-то смыслов, можно заложить какой-нибудь бордовый, какой-нибудь
куст какой-нибудь или дерево. Но у нас деревьев нет красных в наших широтах особо. Осинка. Нет, я имею в виду какой-нибудь багрянец, багряный куст какой-нибудь. Такие бывают. Вот как смысловое пятно какое-то. Дальше теневые у нас обязательно с голубинкой и уже с белилами. Теневые, вот, например, елки там или что-то еще будет. Теневой лесок. Смотрим. Вот к вопросу все в сравнении. Сравниваем с вот этой тенью. Она должна быть даже вот там 50 метров там каких-то или сколько. И нам выгодно, кстати, вот здесь березкий ствол пойдет, вот здесь темноту проложить. Контраста нужно. Всегда подчеркиваем контраст, это замечательно. И сравниваем с этим. Должно быть светлее на несколько тонов и холоднее. Не забываем, что это подмалевок, не детализируем большими локальными пятнами, большими какими-то такими. Где-то дальше будет тень еще более светлая. В природе мы этих оттенков, скорее всего, не увидим, вот этой голубизны. Это преувеличение такое художественное. Да, кстати, вот здесь полезно тоже дать контраст, показать воздух. Я, кстати, замешиваю не на чистых белилах, а даже вот на вот этом, на небесном. Это будет более правильный оттенок цветовой даст, потому что все окрашивается в цвет неба. Вот здесь показать тональную разницу между дальником и вот этой ближней тенью. Что-то зеленое можно оставить, не все у нас, чтобы было желто-черное. Можно сюда зелень какую-то. Вот забываю промачивать, тороплюсь. Нужно обязательно смачивать этим двойником. Так, вот зеленый. И, кстати, когда работаешь, это даже не сейчас, когда вторым сеансом работаешь, ты работаешь не вот этот участок делаешь, иначе такая легкая мозаика получается. Обязательно нужно связки делать. Сюда. Потом поработал здесь, у тебя все, вроде ты сделал то, что ты хотел сделать, а краска еще есть, и ты ее немножко подмазываешь. Появляются цветовые связки, которые просто необходимы, без них никак. Так, дальше. Уже красиво. Так, спокойно. Главное, вот даже по мне так это ярковато. Я сам, когда пишу эссе, немножко более спокойное еще сочетание делаю. Вот умбру вот эту часто разбавляю, даже не охрой осаждаю, а умброй. Тоже можете себе взять. Там такая универсальная зеленоватая краска, вот она, яркую краску сразу делает спокойной. Такой, вот. В природе же полно, там 90% вот таких красок, а вот такие, как жемчужинки, они выскакивают. А мы, как начинающие, как немножко наивные, мы хотим вот этого да побольше. А ошибаемся, а без вот этого это и не ценится. У нас как бы такая полудетская получается, яркая, такая разукраска, такая веселая, и не то. Вот. А все держится вот на этой грязце такой русской, в данном случае русской, вот на вот этих вот они, грязь вот эта нужная. Вот она очень нужна. Земля она нужна. Так. А верхушечки, конечно, они более светлые, они ловят свет, что зеленые деревья, что желтые. Так. Вот можно между собой перетирать вот эти оттенки. Избавляемся от белого. Так, ровная линия, нужно чего-то елку сделаем. Вот елочку. Это можно и поверху, но да, кстати, нужно даже скорее поверху сделать, поскольку мы еще с небом будем работать, чтобы не помешала вот эта краска. Тут у нас будет темная елка, 1-2 торчать.
елку пока что напомнить без зеленого. Тут нет зеленого. Это умбра какая-нибудь или там, я не знаю, можно черную взять краску с охрой. Тоже будет примерно то же самое. Так, какой бы еще цвет придумать? Так, зелененький, спокойный зеленый. Вот берем, например, что-нибудь синее и охра. Еще и краплака туда немножко. И получается спокойные зеленые. Вот такие тоже, о которых я говорю, которых без них никуда. Мы потом сможем, поверху, если нам недостаточно будет этих красок, сможем желтым завалить там сколько угодно. О, подружки. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Сейчас я пойду заниматься с девушками. Вы должны повторить вот это. Не торопясь. Здесь этот... Сейчас я только единственное, я немножко перетру сейчас. Да, мастихинчиком. Без давления, чтобы звездочки не появились. Спокойненько снимаем. Снимаем всегда в один раз или в двумя сторонами, это важно. Кстати, можно немножко раскидывать, чтобы вот так вот. И немножко мягкой кистью чуть-чуть смиксирую вот эти вот оттеночки. Пустой, отжатой кисточкой, вот так немножко. Так, тут у нас березка. Под березку можно уже желтый немножко положить. Ну, хотя и сверху она даст, да, осыпет листья. Об этом многие забывают и как бы не привязаны к дереву. Можно еще как приемчик. Сейчас не знаю, получится или нет. Лишнее снять. Опять же, ускорить вот это высыхание. Нет, рановато. Слишком много влаги пока что. Но я думаю, высохнет. Пока я буду заниматься. Схватится. Можете, смотрите, будете писать на своей картинке, можете смело этот тон вот здесь где-нибудь мазнуть, посмотреть, не уходите, например, в слишком светлую сторону или там очень ярко. Ну, а так элементарно, всем советую быстрыми сравнениями сравнивать. Не просто посмотреть, какие там краски вот где-то там, и потом себя краски, моментально оттенок забывается, а именно вот быстро, раз, два, на тон, на насыщенность, на все. Но главное, возьмите вот это небо. Вот оно спокойное, русское, такое молочное небо. Оно, как ни странно, по крайней мере в живописи, оно всегда теплое. Оно не холодное, не синее, а вот такое молочное, вот как какой-то какао с молоком. Так, ну все, давайте, вот ваша палитра. Спасибо. Так, Марина, в общем, догнали, смотрим. Ну, один в один. Ну, тут чуть-чуть темноватые тени. И немножко не хватает вещества. То есть чуть-чуть, да и у меня тут не очень. Ну, так, прошло около часа, почти не высох. Ну, будем продолжать, что делать. Так, теперь опять же проход по небу. Теперь уже более такими оттеночками. А можно мне вот это поменять? Мне кажется, уже здесь как-то... Она уже и не нужна. Вы сюда, смотрите, уже пишем на обычном разбавителе. Просто разбавитель сюда же добавьте и все. Ну вот из бутылочки или еще откуда-нибудь. Теперь можно просто на разбавителе писать. Или писать обычной краской. Сейчас чуть-чуть помнем небо. Мазок может быть такой уже выпуклый.
У меня вот здесь чуть-чуть лиловый, да? Да, смотрите сами, что если красиво, добавляйте что угодно, хоть зеленого в небо добавляйте. Так, запись пошла. Смотрите, еще такой маленький технический момент. У нас активная вещь, тропинка. Вот она уходит слева направо. Желательно в небе заложить динамику навстречу, в одну точку. То есть как-то немножко увести вот такой мазочек. Ну, чтобы это не было очевидно, ну, немножко помять. А что вы кисточку так держите, интересно? Так. Не тот случай, это хорошая вещь для штриховки, но... Да, краска немножко цепляет, но еще все-таки маловато времени. Вот если я на вентилятор поставил, она бы уже подсохла к этому времени. Краска зарезинилась бы, схватилась. Вот заходим на березку, на желтый, чуть-чуть растаскиваем. Ореол такой легкий. Не нужно нам жесткие аппликации. Смело вот так соединяем оттеночки. Коротким мазком не ленимся, не работаем рукой напропалую вот так вот. Хоть это и быстрее, хоть вот я имею в виду вот так медленная работа, но лучше так поднапрячь руку и вот как буквально строчить вот так вот оттенки. Я смотрю сейчас насквозь работу. Вам советую смотреть немножко насквозь, не видеть мазок, видеть цвет. Видеть цвет, представлять эту лужайку и давать вот эти вот оттеночки. Понимаете, так проще. Если мы смотрим сюда, мы сразу уже как-то начинаем писать какие-то листики. А это пока не нужно. Нам пока еще нужно разбирать тоны, цвет, оттенки, сочетания, температуры. Вот. Я поработал с небом. Оно еще как бы несовершенное, но мне здесь совершенство не нужно. Смотрите, какие-то пятна краски. Я специально их оставляю. Специально для живописности, для рукотворности, не для выделанной поделки, а для именно рукотворности. Потому что работа в один сеанс, она быстрая, она вот такая вот как бы несовершенна по укладке. Вот это важно, дух этот передать. Вот, проминаем. Дальше. Уже можно накладывать желтый. Вот так можно штриховочкой работать. Вот в данном случае, вот я вам про кисть спросил, как держится. Вот здесь ее можно ложить. И вот так работать по верхушкам холста. Поскольку у нас очень тонкая подкладочка, она не мешает. Мы работаем по верхушкам текстуры. Кстати, для этого очень важно, на каком холсте ты работаешь. Это среднее зерно. Оно еще можно этот эффект соблюдать, но лучше брать какой-то репинский, типа грубого холста. На нем этот эффект очень заметен. Вот можно где-то даже поцарапать кисточкой. Идем, смотрите как, на высветление или на легкое затемнение. Можно, то есть, вот смотрите, я высветляю, но кое-где можно и темным пройтись по светлому. То есть, но преимущественно лучше идти на высветление. То есть мы закладываем тени, а потом работаем на высветление. Грязь. Вот, между собой перетираются оттенки. Я контролирую. Кроме того, что думаю о форме, я думаю о оттенках. Пока они работают, пока они создают между собой грязноватые, вот такие лиловые, всякие желтые какие-то палевые всякие оттеночки. Это хорошо. Если такое есть в природе, вот как бы мозг работает сразу на несколько потоков. Форму смотрит, тональности контролирует в данном случае еще цветовые оттенки. Это с опытом приходит, многие забывают, вот как ученики, они, например, работают над формой, но работают совсем другим цветом. Совсем. Или тоном другим. Или наоборот, тон нормально берут, но температура не та. Вот с опытом приходит, ты как бы сразу все умеешь контролировать. Вот, смотрите, вот эта грязь, вот пошел, я немножко успокоил вот этот тон березки, чтобы немножко она была более человечной, более
такой. Так, теперь, смотрите, можно мягкой кистью, обычной какой-нибудь мягенькой кисточкой, синтетикой, колоночком поработать с землей. У нас вот эта подкладка, это равноценная уже равноценный участник, так сказать, живописи. Мы его должны сохранять, работать с учетом этого цвета. Густую краску, не разбавленную, можно вот так сбрасывать, без давления. Это имитирует сразу множественность чего-то там, травы, листвы, земли, каких-то проталинок. К вот этой, ну тут у нас ряд деревьев, потемнее немножко. Видим, смотрите, вот видно или нет, ну это уже зрителю говорю, пиксели получаются, понимаете? Мы минимальным количеством движений создаем множественность, нам не нужно работать с каждым пикселем, с каждым. Просто вот так вот густая краска, без давления, кисть практически лежит, мы скидываем, сбрасываем какие-то оттенки. То же самое можно и здесь вот этот же прием применить. Вот березка и вот эти вот деревья тоже темноту раскидают вокруг себя, темные пятна. Тут будет темно. На эту темноту мы потом листиков набросаем или травки какую-нибудь подымем, будет все в порядке. Да, еще забыл. Дорожка на соприкосновении с травкой дает темные такие, ну, тень, трава. Понимаете, вот, бугорком. Вот это тоже желательно показать. У вас вещества не хватает. Да, что-то брак укладки. Любые оттенки. Тут уже не так важно, там цвет какой-то, тональность. Прищуриваемся, сравниваем тональности. Еще знаете, что у вас, наверное, нету? Поищите индийской желтой. Тоже вот такой приятный цвет. Индийская желтая, мастер-класс. Ну, там где-то найдете. Или вот я вам поделюсь с вами. Вам хватит вот этой вот. Тоже вот в листве, где-то внутри будет вот этот оттеночек такой насыщенно желтый какой-то, желто-коричневый. Ближе к уху, я бы даже сказала. О, нет, он очень насыщенный. Это одна из самых лучших лессировочных красок, то есть она такая сочная, звонкая. Так, вот сюда бордовый закладываем, фиолетовый. Стволов пока не набираем, никаких стволов. Елочку можно сразу поработать. Так, что-то сине-коричневое с белилами. Вот же зараза, на палитре сохнет краска, а на холсте не сохнет. Представляете? Вот здесь уже все цепляет, прям высохло. Вот так, бочком, никаких там детских елочек. Бочком асимметричное, что-то вот такое, не без вот человеческой вот этой вот, понимаете? Вот очень важный контур такой у елки, он разбит немножко. В нем есть вот эта симметрия центровая, но она разбита. Сюда можно. Так, кисть уже старая. Здесь без давления. Очень важно контролировать силу нажатия с учетом, насколько густая краска. Или она разбавлена. Если разбавлена, вообще давления никакого не должно быть на кисточку. Едва прикосновение. Вот она у меня едва не падает. Вот и вы так должны научиться, привыкнуть. И вот так цеплять. Вот я по форме вот эту
делаю, как бы лапник, она где зацепится, там и зацепится. Вот грязь между собой перекидываю. Так, тут у меня потом елочки, может, какие-то будут маленькие. Но пока нужно, пока не уложишь, нельзя. Так, я пойду дальше, вы пока догоняете. Не торопясь, нас все равно тормозит вот эта еще влажная краска. Давайте, Марина, догоните. Вот смотрите, она стала грязнее. Она даже вот затемнилась пока что. Вот я тут больше темных добавил оттеночков. А потом пойдем на высветление. Стволы поставим и будем с деталями работать. Давайте. Вы про вот это спрашивали или о чем? Да, именно об этом. Размываем комнату. Строим бережку. Разные температуры, очень важно. Ни в коем случае не работаем в один-два цвета. Вот я взял от фонаря какой-то бирюзы, я не знаю, что это краска, турецкая зеленая. Пробую. Вот буквально, ну да, перебор. Да. Понимаете? Нужно всегда искать оттенки. Видишь ты этого, не видишь, художник обязан сделать что-то интересное. Вот. И сразу у меня краска еще есть, тонкая немножко. Мы разбрасываем еще куда-нибудь. Ну а когда? Кто работает, тому нет. Мне вот некогда, я даже... Обратной стороной, даже не всегда нужно вытирать кисточку, обратной стороной берем еще что-то. Раз, потом этой стороной там еще прошлись. Вот как-то так. Вода очень. Интересно, Я пока только набираю. Черная елка в сравнении с этим. Вот это может быть такая. И то она где-то вот в этих частях будет такой черноты. Перебор немножко по темноте. Вы просто там не были. И много умбры, чуть-чуть нужно захватить, можно охрочки и что-то еще. Вот. Эти тени соединить между собой, нужно впаять их. Если они сверху были написаны, их нужно втереть, чтобы они ушли туда. Ну как-то хоть пальцем. Хоть чем-то, чтобы они впаяли. Море везде красиво. Вот. Смотрите, обычной кисточкой строительной, краской разбавленной. Вот такой вот, можете вот эту даже взять, вот она старенькая уже такая, то, что нужно. Уже работаем с деталями более осмысленно. Строим. Можно мазком все это делать, я не против, можно мазком работать будет, но можно уйти в детали. То есть вот взять и кистью уже работать, ну, имитировать листву. Краска подразбавлена немножко, давление очень контролируемо в плане того, что сильнее надавишь, будет плюшечка, меньше добавишь, будет пестрота какая-то. Но и пестрота нужна в зависимости от размера листиков, на каком они расстоянии. Вот. По такой гладкой поверхности вот так идем преимущественно на высветление. Вот. То есть имитируем, вспоминаем эту, как устроена эта березка. Ну что мы 100 раз видели. Вот она вот такая. И опять же спокойными красками, такими грязноватыми. Вот я смешиваю, я всегда посматриваю, чтобы не приблизиться по яркости. Хотя мы кое-где дадим и ярких листьев. Вот. Можно стволы уже на этом этапе впаять. Ну, я и потом впаяю вовнутрь, но по идее по-хорошему. Немножко можно бы завести стволы, потому что мы заднюю часть написали деревьев, можно ствол поставить, а потом уже перекрывать. Обязательно вот эту кисть мы поворачиваем в пальцах, иначе будет штамп, то есть это будет чувствоваться. Вот раз, два, три, похожие друг на друга отпечатки. Нам нужно немножко вот так его откручивать. Также березки вот так вот мы делаем это вот так. Это, конечно, прием такой достаточно примитивный, но эффектный. Боком набираем нужное количество вещества. Нужный цвет, нужный тон, и вот так вот бачком. Вот. Так, это уже совсем растрепанная. Новая кисть это делает очень хорошо. Понимаете? Не такая растрепанная. Немножко. Вот мы работаем с этой березкой, потому что нам нужно уже работать
То есть прежде чем работать с елкой, нам нужно задник сделать, чтобы он был, нас более-менее устраивал. А вот эту березку. Потом. Вот сначала елка, потом березка. И вот так мягенько кистью можно чуть-чуть смягчить. Можно подождать немножко, пока разбавитель выветрится. Можно, если рукой владеете, чувствуете кончик инструмента, можете сразу немножко опять вот, в данном случае вертикальными мазочками, вот так вот смягчить все вот это. Особенно дальний план. Здесь на передних не нужно это делать, а вот это дальний нужно. Так, стволы. Стволы березок, конечно, не белые, они такие охристо, ну в данном случае, в данном освещении, охристо-фиолетовые. Такие грязновато-желтые, грубо говоря. Да, очень внимательно относитесь к точкам опоры, куда вы будете сажать каждую. То есть, если близко посадить, то есть низко, она приблизится. Далеко, вот я, наверное, даже отдалю ее, чтобы она была большая, группа этих берез. Я ее, вот эту точку дальше немножко, и они сразу большими становятся. Это линейная перспектива, это очень важно. Где что стоит. Вот две березки здесь. Лайнером каким-нибудь. Вот смотрите, для зрителя, ну и вы видите на палитре, насколько они темные. Мы потом дадим светлых оттенков, но вот эта краска, она такая темноватая, темная. Снизу вверх лучше тянуть. Тогда как бы здесь много краски, она широко разбрасывается, дальше она утончается немножко, теряет вещество. Так, вот излишки снимаю, чтобы толсто не ложилась краска. Вот тут тоже нужно обязательно без давления, чтобы краска могла еще порваться немножко. То есть не ровной линии, а порвалась. Рукой немножко потрясываем и кривоватые вот такие следы оставляем. Так, вы вот такой кисточкой это делали, да? Вот такой. Вот. Смотрите, чем отличается художественная кисть от строительной? У художественной почти все щетинки одинаковой длины. Она стирается, все равно она как одинаковая, как вот щетка одинаковой длины. У строительных кистей они устроены, их собирают не очень аккуратно, там, ну, на линии, что там же не будешь каждый лист подрезать. Они разной длины, и это дает нам вот именно этот эффект. Краска смоченная смачивает кисть в такие прядки, каждый много прядок, вот, разной длины, и они дают вот этот эффект. Вот, понимаете, что вы можете вот такой кистью сделать? То есть это будут мазки такие уже, ну, сплошные. А тут рваные. Вот этот эффект. Так что не той кистью работаете. Давайте. Внимательно, аккуратненько. Вот привыкните к этой кисти, будете, пейзажи у вас прям пойдут как в день по пейзажу, причем по-хорошему. Вот. Работайте. Смотрите, сколько уже сделала кисть. Вот уже целый массив. 2 стволика и все. И уже 5-я часть картины сделала. Так что привыкайте. Главное давление, вращение и, ну, и думать параллельно, о чем я говорил, параллельно думать о форме, о цвете, об оттенках, о всем сразу. Можно вот сразу несколько потоков мысленных таких запускать. Давайте. Так, ну, перемельчили немножко, но, по крайней мере, сейчас оттенки появились такие светлые исчезли. Сейчас вам нужно на высветление поработать.
Смотрите, что сделаете. Излишки снимете аккуратненько. Тут многовато краски уже, она будет мешать работать. Без давления, вот так вот. Вот, и уже на высветление, более светлыми, более чистыми цветами. Вот это хорошо, что возложили вот этот красный, ну красно-коричневый. А тут уже разбелка, смотрите, чувствуете, он как седой такой, вот, кустик, перебелка. Потом форма неинтересная, квадрат какой-то, как-то разбить нужно будет более плавно. Всегда думать о вот этих красивых фигурах, чтобы они красивые были. Вот. Так, тут темновато и грязновато, уже какая-то грязь вот здесь пошла. Можете даже оттереть, переделать. Черного много или умбра. Явно здесь не будет умбры. Почище оттернуть. Так, сейчас что дальше? Вот, смотрите, можно этой же кисточкой, смоченной, не смоченной, а немножко припудренной красочкой, вот так вот делать намек на траву. Краски должно быть мало на холсте. Когда много ее, в общем, трудно рисовать. Вот так вот чуть-чуть поднимать те краски, которые мы проложили. Или новые взять какие-нибудь. Желательно работать на осветлении. Светленьким. Вот так, Это тоже строительной кистью? Да. Я говорю, строительная кисть для пейзажа универсальна. Именно за счет того, что у нее вот так вот торчат волоски. Не вот так, как художественные, а вот так. И они мягенькие. Податливая кисточка, податливая щетинка. Так взбить немножко, приподнять то, что мы рисовали, чтобы появился намек на траву. И контролируем. Вот не должно быть такой черноты, той умбры у вас. Как бы контролируем, имею в виду, все время работаем, форму помним, и вот цвет, то, что мы делаем, оттенки. Да, естественно, только на вот этом плане мы вот так поднимаем. Здесь уже травы не будет видно, тут только горизонтально. Так, дальше. Елочка. Уже вот это, если меня устраивает, ну почти, сейчас вот чуть-чуть зажгу верхушку, уже можно с елкой поработать. Вот бликующие такие Даже. Здорово. Так, зажечь верхушку. Да, зажигаем верхушечку немножко. Тут смотрите, важно, или касаем, то есть не касаемся вот этой вот, или пересекаем ее, или оставляем хорошее место, ну, чтобы не было точки напряжения. Это важно. Так, дальше. Вот более-менее меня устраивает то, что сзади. Как-то какой-нибудь подбираем кисточку, делаем зеленый какой-нибудь цвет, серо-зеленый, берем серенький, а потом сажи поищите и мне немножко это нажмете, сажа газовый, да. Ага. Смотрите, какой-то серо-зеленый цвет. Синее, что-нибудь серенькое. То есть елку не зеленую делаем, а такую серую. Делаем там ветки у нее, верхушечки. Так.
И сначала такой полутон берем. Едва касаясь, таким можно отдельно каждую вот эту веточку порисовать, можно сразу постараться оставить след. Блин, ну вот интересный эффект. Вот здесь все высохло, уже еле-еле лак, а здесь все живое. Хотя нет, уже подсохло. Все уже подсохло. Вот так, куда-то что-то уходит. Нам ее не вырисовывайте ни в коем случае. Так примерно несколько кончиков, чтобы характер был. Ну, ветка, то есть елка и елка. Вот здесь, кстати, у вас очень темно. Внутри будет темно, вот эти края, они не будут такие темные. Смотрите, она как дырка смотрится. Вот нужна эта прозрачность. Вот такая. Так, вот до краплака. Смотрите, какие не зеленые краски беру. Какие угодно, но не зеленые. Серо-зеленые, серо-голубые, там краплак, но не зелень. Вот пока вот этого достаточно. Потом руками еще поработаем с мелкой. Пока вот этого достаточно, чтобы можно было набрать вот эту березку. Добавляем темноты. И вот такой вот у меня обрезанная какая-то кисточка старенькая такая, на 3 части там обрезана. Вот ей можно. Она более крупные дает отпечатки. А с елки больше ничего Нет, не еще потом что-нибудь поделаю. В принципе, я могу ее так и оставить. У меня на ней... Я сейчас прикрою ее главным, то есть деревом. И все, и могу ее так оставить. Вот такая кисть, она скорость дает, большую скорость и случайность. То есть, если по одной кистью работать, она как-то вот, ну, природности трудно добиться. Вот так это легче, такой кисточкой. Вот на елку можно, елка вся обычно усыпана этими листьями. такая живая штука получилась. Нужно пластику. Вот. Асимметрию, мы уже говорили, по-моему, где-то асимметрия. Всегда важна асимметрия. Симметрия осевая есть у них, у каждого дерева, но она всегда с искажением. Нужно ее выдумывать, вспоминать вот эту природу. Так, стволы у вас. Тепла не хватает в стволах.
вы перемельчите слишком, понимаете, как вам сказать. Где-то ровное место должно быть, где-то вот такое вот. Прям так и бывает. Где-то плоское место, а у вас везде вот эта вот мелочевка. Да, на земле листва не очень яркая, поскольку она не пронизана воздухом, как бы здесь будет ярче, чем вот здесь. Когда солнце бывает такое, оно дает, а так обычно оно вот спокойнее намного. Пожалуйста, рассаживать в общей куче тут лежит. Да, есть там. Вот полезно. Елка у нас темная, туда немножко загнать контрастного света. Ну, каких-нибудь там травинок, соломки. Мягенько приподнять. Так, пойду, давайте работать. Так, Марина, смотрите, более-менее правильно. Я вам поснимал немножко лишнюю краску, вот эту пестроту. Ее нужно, вот, я чуть поснимал и чуть-чуть даже раздавил щеточкой, то есть этой кисточкой. Опять же, все пестрит, знаете, нельзя превращать, ну, в данном случае пейзаж, в такую картинку, как раньше, помните, такие были из янтаря. Там вот все, вот то ли песка какого-то цветного, и все пестрит. Вот это очень важно, что, да, чтобы не было вот этого эффекта. Где-то много информации, где-то поменьше, где-то вообще плоское пятно большое. Тогда глаз здесь укололся, тут отдохнул, там еще пошел смотреть. Вот так вот, чтобы было все вот такое. Оно и в природе так бывает. Где-то много там такой вот жесткие веточки какие-нибудь растут, где-то такое пустое пространство, гладенькое. То же самое в тенях. Кстати, да, немножко подключайте палец, можно кое-где, когда тонкая краска, у нас здесь тонко достаточно, красиво подтирать, растирать немножко, растушевывать палец. Не стихи. Так. Намек на березку, поскольку они далеко, особо выписывать не стоит их. До сих пор холодные у вас березки. Чувствуете, как Нет. белой краской покрашены? Они все равно мало. Смотрите, они в данном случае, пускай они белые, хотя там не совсем белая кора, там даже с желтоватым таким оттенком, но она еще окружена желтыми рефлексами. Она будет вот действительно вот такой, слегка желтоватой. Кое-где голубой мелькнет, кое-где фиолетовый, кое-где вот такой небесный, чистый можно взять. Но вот даже вот этот чисто небесный холодно чувствуете, как не отсюда покрашен. Так что вот это вот нужно чувствовать. И особенно вот здесь, в листве, он будет явно в рефлексах ствола, явно в рефлексах дерева, листвы.
Обычно охру берем, да и все, охра желтая. Вот отдельные лапочки можно прям и прописать, если есть желание. Но вообще рано еще, тут у нас еще все. Вот так отдельные лапки снизу к этой центральной веточке. Намек. Много не нужно. Опять же, излишняя деталировка вот такой эскизности, она мешает, очень мешает. Нужно вдумчиво прописать только там, где это нужно, где просится, а не там, где есть даже вот какие-то плоские места можно и оставлять. Дерева, ствола нету, нужно придумать что-нибудь. Подгустело немножко, можно еще более качественно сделать вот эту растушевочку дальнего плана. Можно даже взять немножко какой-нибудь серо-фиолетовой краски, не серо-фиолетовой, а такой нежно-бело-фиолетовой. Фиолетовый, например, с берильцами. Так вот воздуха нагнать немножко. Вот на этом контрасте, чтобы немножко холодок такой появился. Прям поверху. Но это желательно подождать. Или второго дня, или чтобы нормально подсохла краска. Елочку какую-нибудь такую тоже, так, не зеленую, а такую грязно-зелененькую. Одну-две можно. И сразу привязываем любой объект, сразу на тень сажаем, не забываем. Иначе получаются так оторванные от жизни какие-то объекты. Вот можно для разнообразия вот этих таких темных, смотрите, монотонная
разбиваем вот этим, ну, подрослью, как это называется, порослью темненькой. Смешанный лес там всегда такое. Главное не ярчить, но у вас с этим все нормально. Так. Опять, чтобы подчеркнуть, ввести вдаль взгляд, вот сюда посадим какой-нибудь объект, ту же елочку. Совсем маленькую. Ну да, небольшую, чтобы, ну вот, все время работаем нацельно какое-то, чтобы взгляд уходил. Уходил, вот нам хорошее место, вот центр нашей композиции. Укладка не так. И вот здесь грязца, так вот это и осталось. Ну так вот всё. я не знаю, что с ней сделать. Перебить сверху, перерисовать дальше. Ну, а мы, может быть, листиков накидаем. Это самая светлая березка. Вот краска прихватывается хорошо. Вот так она прям, не знаю, как это передать, но она Чмокает. Да, чмокает. Это достаточно удобно работать. Вы простой кистью или тройной? Строитель. В Обычно. данном случае, да, это вот здесь можно. Да и тут можно так приноровиться, что он будет похожие на листья отпечатки Ну, выдавать. мне здесь очень нравится, вот когда тройной. Вот это Да, это очень. замечательно. Это при условии, что она старая. Когда новенькая, она более качественно все это делает. Покажите Что? народу кисти. Да я показывал, видео, все это есть. Вот главное, чтобы кластер такой был. Сейчас попробуем показать, какого плана кисточка строительная, синтетика обычная. Вот желательно, чтобы вот эти кончики, видите, они немножко поджаты. Их так пленка поджала. Если такого эффекта нет, я ее обычно об стекло, об что-нибудь, об руку немножко зажимаю кончики, чтобы не было колючек, чтобы они загнулись. Вот, не знаю, камера видит или нет. Согнуты были, вогнуты немножко. Вот буквально под 90 градусов. Как крючочек. Потом мочу в водичку и вырезаю. Сейчас не буду делать, неохота сорить. Вырезаю, чтобы лишние кластеры, вот буквально так безжалостно, чтобы осталось 3 пучка, намоченные в краске, они слипаются 3. Если 4, отрезаю 4. И вот 3 таких вот. Вот смотрите, она стерлась давно, это сколько она тут отработала. Еще работает. Вот. Тут дальше похолоднее немножко будет. Тут воздух, плюс травка торчит холодная в верхушке. Вот опять же тем же движением, едва касаюсь, у меня здесь подсохло. Ничего не мешает, спокойненько, но рвано. Рвано опять же вот так вот, без давления, о чем я говорил, чтобы вибрировало. Можно вот просветики какие-то. Елка подсохла, не мешает. Сделать вот абсолютно чистую краску, вот видите, она не мажется, сделать форму елку вырезать. Понимаете? Все теперь живенько заиграла. Да, уже понятно, что это елка. Тоже вот здесь можно подобрать вот этот цвет и тоже вырезать елочку немножко. Вот это преимущество дает то, что мы на лаке работаем. Конечно, запах неприятный, но зато удобно. Вот, также все подсохло, можно обычной кисточкой уже без загрязнений поработать, без загрязнений вот этого серого. Не будет диффундировать тут. Диффундировать. Да, такое ругательное слово Да. придумала. Сниженный слой. Да. И точно так же, смотрите, можно темнотой, вот этой темнотой, дырочки сделать, ну, то есть она сплошная у нас, немножко подырявить березку, или что это у нас березка, да. Это березка. Не состоявшаяся рябина. Да.
оставим. Ну так, на камеру похвалю вас. Без камеры. Ну, без камеры тональности не хватает. Вот. И немножко оттенки не чувствуете. Не те температуру кладете. Ну, ладно. Так, Марин, ну что, будем заканчивать-то? Да я думаю, да. Да, смотрите, есть немножко спокойная возможность посидеть дома листиков вот этих вот. Так, ну, хвалю на камеру для видео. Вот, молодец, все нормально. Свою картинку я попозже закончу, а вас буду отпускать. Спасибо. Всего хорошего.